Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости нашего канала. Сегодня поговорим о том, что 2022 Макларен Артура переопределяет опыт суперкара. Артура стремится одновременно повышать производительность и эффективность, стабильность и маневренность, вовлеченность и изысканность. Взгляните на самый радикально новый Макларен со времен MP412C 2011 года. Все, от его карбоновой ванны до двигателя, до электродвигателя гибридной трансмиссии и даже его освежающее нечисловое название, было переосмыслено с чистого листа. Макларен Артура 2022 года стремится обеспечить отзывчивость дроссельной заслонки и бесшумную работу в центре города, не говоря уже о соблюдении требований по выбросам КО 2129 грамм/километр, которые обещает электрификация, но с небольшим или без потери веса по сравнению с его конкурентами на чистом бензине в середине. Ценовой диапазон $200 тысяч. В основном Lamborghini Huracan, Ferrari F8, Tributo и Maserati MC20. Что будет за двигатель Макларен Артура 2022 года? Парадигмы были изменены, и священные коровы принесены в жертву, так как верные 90-градусные твин-турбо V8 от Макларен с рабочим объемом от 3,8 до 4,0 литров во всех комплектациях уступили место совершенно новому твин-турбо 3,0 литровому V6 от М630. Самая крутая особенность этого нового двигателя – его широкая разводка на 120 градусов. Такой угол улучшает рабочие характеристики за счет снижения потерь давления выхлопных газов и существенно снижает общую высоту двигателя. Это, в свою очередь, снижает центр тяжести автомобиля для лучшей управляемости. Двигатель оснащен прямым впрыском топлива под давлением 5100 фунтов на квадратный дюйм V8. Имеют впрыск через порт и регулируемыми фазами газораспределения на обоих кулачках, но никаких других функциональных новинок нет. Он отлит с использованием напечатанных на 3D принтере сердечников для оптимального охлаждения блока. Трюк формулы. Для смазки с сухим картером используется четырехступенчатый продувочный насос. Отсечение двух цилиндров и перемещение вспомогательного оборудования и кулачковых приводов назад укорачивают двигатель на 5,9 дюйма по сравнению с двигателями V8. При весе всего 353 фунта он на 110 фунтов легче, чем V8 Макларен. При объеме 3,0 литра он попадает в существенно более низкую налоговую категорию в странах, где налоги исчисляются в зависимости от объема двигателя, что делает Артура более привлекательной для покупателей. Богатые не разбогатели, тратя деньги. Насколько мощный новый двигатель V6? Мощность одного только двигателя оценивается в 577 лошадиных сил при 7500 хоп, мины 431 фунт-фут. Крутящего момента от 2250 до 7000 оп, мин более короткий и жесткий коленчатый вал, а также конструкция с коротким ходом и большим диаметром цилиндра гарантируют, что этот новый двигатель также сможет достичь красной отметки в 8500 оп, мин торговой марки Макларен, и нам сказали, что особое внимание было уделено его акустике, которая дополнена фактическими трубопроводами. Двигатель звучит в салон без стереофонического дурачества. Что такое мотор с осевым потоком? Макларен – один из первых приверженцев нового типа электродвигателя, в котором полюса постоянного магнита располагаются параллельно оси вращения, отсюда и осевой поток, а не перпендикулярно ей – радиальный поток. Изготовление обмоток статора для двигателей этого типа сложнее, но отдача заключается в более компактной конструкции, которая обеспечивает гораздо большую ударную нагрузку на размер и вес, чем двигатели с радиальным магнитным потоком. Он производит 94 лошадиные силы и 166 нанометров крутящего момента. Он установлен между двигателем и трансмиссией с помощью муфты, которая может отключать двигатель, позволяя литий-ионный
батареей емкостью 7,4 КВТЧ и электродвигателю разгонять Артура до 19 миль в рамках более щедрого европейского испытательного цикла WLTP со скоростью до 75 миль, чей химический состав батареи оптимизирован для постоянной, а не мгновенной энергии. Сколько веса добавляет гибридная передача? Пятиэлементный литий-ионный аккумулятор Артура с охлаждением-хладагентом весит 194 фунта и расположен под топливным баком низко в центре монокока из углеродного волокна, где он хорошо защищен от повреждений при столкновении. Маленький мотор с осевым потоком весит всего 34 фунта, намного меньше половины веса 177-го сильного двигателя с радиальным потоком в Макларен И1. Это доводит общий вес гибридного механизма Артура до 287 фунтов, включая соответствующее оборудование, такое как проводка и контроллеры. Новая восьмиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением, проверенная семиступенчатая трансмиссия Макларен уступает место более компактной и легкой восьмиступенчатой коробке передач, которая не требует передачи заднего хода, так как задний ход теперь полностью электрический. Говорят, что его передние передаточные числа немного ближе и равномернее, чем у семиступенчатого агрегата. И он выступает за задний мост на 1,6 дюйма меньше, чем раньше. Также новым для Макларен является включение заднего дифференциала повышенного трения с электронным управлением, которое улучшает общее сцепление с дорогой, сокращает время прохождения круга и обеспечивает больший контроль для водителя. На вопрос, почему эта технология просто добавляется в этот автомобиль, ответил, что Макларен осторожно расходует свой вес, а улучшение характеристик и уверенности водителя было достойным увеличения веса и стоимости. Насколько быстро Макларен Артура 2022 года? Максимальная скорость составляет 205 миль в час. Разгон до 62 миль в час занимает 3,0 секунды. Оставьте ногу в земле еще на 5,3 секунды, и вы разгонитесь на 124 миль в час до отметки в четверть мили, а 186 миль в час пролетят за 21,5 секунды. Все это, по утверждению Макларен, является самой экономичной моделью за всю историю. Новая карбоновая ванна собственного производства, дорожные автомобили Макларен, появившиеся во времена легендарной Формулы-1, имели ванны из углеродного волокна, и все они были спроектированы собственными силами, но производство, как правило, осуществлялось на стороне. Затем, в ноябре 2018 года, компания создала технологический центр McLaren Composites Technology Center, MCTC, недалеко от Шеффилда на севере Англии, чтобы он мог контролировать весь процесс проектирования, оснастки и производства. Это позволило внести больше инноваций при итерации окончательного дизайна, что принесло много небольших дивидендов. Один из примеров. Простое изменение способа введения смолы помогло сбрить ванну почти на 4,5 фунта на этапе разработки прототипа. Естественно, Макларен обещает, что новая ванна прочнее, безопаснее и легче, чем у ее предшественников. И если вес в снаряженном состоянии близок к оценке Макларен на 3300 фунтов, это действительно будет выгодно сравнивать с конкурентами, работающими только на бензине, такими как Ferrari F8 Tributa на 3390 фунтов и самый легкий Huracan, который мы измерили, 3419 фунтов. Новая подвеска спереди конструкции напоминает модель 720S. Верхние рычаги управления установлены на монококе, а опускаются на подрамник, но все части легче и жестче. Сзади рычаг управления схождением движется, впереди оси, чтобы улучшить моментное плечо и тем самым повысить жесткость схождения. Разделение нижнего рычага подвески и перемещение его передней оси вперед также улучшили геометрию при одновременном снижении неподрессоренной массы. Благодаря укороченной трансмиссии колесная база уменьшилась на 1,2 дюйма по сравнению со 105,1 дюймовой колесной базой, которую использовали большинство других Макларенс от MP412C до 720S. Минимальный трюк шасси, нет гидравлического шивания или взаимосвязи с аэродинамическими средствами.
Адаптивные амортизаторы теперь включают упреждающее управление, демпфированием с теорией оптимального управления. Гидравлический усилитель рулевого управления с электроприводом сохраняет ощущение комфорта. Торможение осуществляется через 15,4 дюймовые передние и 15,0 дюймовые задние карбонкерамические диски, зажатые шестипоршневыми передними и четырехпоршневыми задними суппортами, охлаждаемыми встроенными охлаждающими каналами, вдохновленными Формулой-1, которые все заимствованы из моделей McLaren LT. Одно новое устройство. Артура поставляется с 3 шинами Pirelli и Zero. Базовыми Corsa или Satozero. Все размером 235/35R19 спереди, 295/35R20 сзади. Все шины также имеют встроенные микросхемы CyberTire, которые сообщают, какой тип шины установлен, а также мгновенную информацию о давлении и температуре, которая информирует системы контроля тяги и устойчивости. Кстати, в Артура встроена функция Variable Drift Control. После сеанса дрифта, или гонок, или пробежки по трассе вашего автомобиля-кондоминиума, вы можете заново пережить свой подвиг с помощью обновленной версии системы McLaren Track Telemetry (MTT). 3 режима привода в режиме И, двигатель остается выключенным, насколько это возможно, и водитель может запрограммировать трансмиссию так, чтобы приоритет был заправлен аккумулятором, прежде чем въехать в центр города, где только электричество. Комфортный режим нацелен на оптимальный запас хода и эффективность, выключая двигатель, когда это возможно, на скорости ниже 25 миль в час, но при необходимости включайте его. Режимы спорт и трек постепенно оптимизируют отклик на низких частотах, используя электроэнергию для наполнения крутящего момента в качестве катушки турбины, одновременно увеличивая уровень заряда батареи, когда полная мощность не требуется, как это делают гоночные автомобили Формулы И, как и в случае со всеми лучшими электрифицированными гиперкарами. Электрическая стратегия оптимизирована для длительных гонок, а не для одного сверхгорячего круга. Новая электрическая архитектура Ethernet McLaren утверждает, что Артура будет первым серийным автомобилем, в котором будет использоваться сеть передачи данных Ethernet по витой паре для подключения многочисленных электронных блоков управления, которые контролируют различные электронные компоненты кузова, шасси и трансмиссии. Считается, что система снизила медную проводку на 25% и общий вес системы на 10%. Более того, он увеличивает скорость передачи данных, защищает от масштабирования в будущем и может обновляться по воздуху. Обновление системы безопасности требует посещения дилера. Новая архитектура также позволяет использовать современные обязательные элементы, такие как адаптивный круиз-контроль, предупреждение о выезде с полосы движения, автоматический дальний свет фар, распознавание дорожных знаков и совместимость с Apple CarPlay и Android Auto. Эти преимущества ADAS являются частью пакета технологических опций. Легче жить с суперкаром после продажи. Почти 25 тысяч автомобилей McLaren заявляет, что теперь знает, чего хотят ее клиенты, а это не кнопки напольной консоли или кнопки центрального стека, которые не работают, если вы сначала не нажмете кнопку активно. Теперь есть Noctous инструмента, который перемещается вместе с рулевым колесом и включает тумблеры, расположенные по краям, где до них можно легко дотянуться рукой, которая никогда не отрывается от руля. Эти переключатели будут управлять различными режимами трансмиссии, управления и стабильности. Информация о водителе отображается на полностью цифровом экране 8,0 дюймовый вертикальный сенсорный экран отображает информационно-развлекательный контент, а скрытый режим позволяет отключать с этих экранов всю информацию, кроме важной. Новый брелок Bluetooth с низким энергопотреблением позволяет автомобилю определять, какой ключ приближается, и согласовывать системы автомобиля с предпочтениями водителя, а затем автоматически блокировать его, когда ключ уходит. Новое стандартное сиденье ClubSport регулируется по эллиптической дуге, чтобы обеспечить угол наклона спинки и регулировку высоты нижнего валика, 10-е позиционное. Комфортное сиденье не является обязательным, но оно добавляет 20 фунтов. Двугранные двери открываются ближе к кузову, а их зеркала складываются ближе к кузову для облегчения доступа в тесных гаражах. Нет больше KitKar
Quality McLaren клянется на пачке гарантийных руководств, что особое внимание было уделено как улучшению качества материалов, так и дизайну для производства. Это, как мы уверены, приведет к появлению автомобилей, которые будут выглядеть достойными своих высоких цен, когда они новые, и будут испытывать меньшее количество неисправностей в течение гарантийного срока и после него. Кстати говоря, это 5 лет, 75 тысяч миль покрытия от бампера до бампера с оказанием помощи, на дороге в течение 5 лет неограниченное количество миль, 6 лет, 75 тысяч миль на аккумулятор и 10 лет неограниченное количество миль для тела. Сколько стоит McLaren Artura 2022 года? Ожидаемая начальная цена в $229 500 делает Artura начальной моделью в суперсерии McLaren, которая находится ниже 720S и 765 LT. Напоминаем, что к 2021 году прекращается выпуск прежней спортивной серии модели 570, 600 и 620, в результате чего GT остается первым McLaren, а Ultimate Series, Ella, Senna, Speedtail занимает первое место в рейтинге. Классифицировать. Рифы на Artura обязательно последуют. Пауки, длиннохвостые, гоночные версии GTR и многое другое возможно. Банк заказов открывается 17 февраля, а первые поставки ожидаются в июне 2021 года. Расширяя пределы возможностей суперкаров, подводя итог, можно сказать, что McLaren разработал Artura с целью расширить спектр суперкаров, одновременно улучшая характеристики, которые традиционно противоречат друг другу: производительность и эффективность, стабильность и маневренность, вовлеченность и изысканность. Мы очень хотим оценить, действительно ли волшебникам Уотинга удалось успешно расширить оболочку суперкара, никуда не разорвав ее. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные новости от мировых автопроизводителей.